Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Какой же вчера был шикарный торговый день. Мы с трейдерами в закрытом чате отмечали, что последние 2 недели на рынке нет того, скажем так, движения или объема движения, чтобы заработать существенный профит. И мы ждали, когда же наступит тот самый день, когда все рынки будут летать и появятся идеальные точки входа. И спустя 2 недели это произошло, и очень важно, чтобы вы такие дни тоже брали, и скоро у некоторых трейдеров такая возможность появится. И она появится благодаря нашему безумному предложению, которое мы приготовили для трейдеров. Мне самому очень интересно, потому что то, что я включил в это предложение, я никогда ранее не делал. Оно стартует вот-вот уже скоро, регистрация закрывается, поэтому, если вам интересно, оставляйте контактные данные, мы вас проинформируем, что там будет. И я очень жду этого момента, потому что для меня даже своего рода такой легкий вызов, наверное, да, можно так сказать. В общем, регистрируйтесь, если вам это интересно. Также у нас там будет, ну ладно, не буду все рассказывать, там, короче, много всего будет того, что не было в плане масштаба. Все-таки Новый год. В общем, регистрируйтесь и следите за email рассылкой. А теперь мы переходим ко вчерашнему дню трейдера. Еще раз, я это очень долго ждал, и так важно быть терпеливым. Да, и что еще более важно, не только быть терпеливым, а когда ты видишь, что начинает что-то двигаться, происходить, атаковать. То есть не бояться, не оставаться в стороне. Давайте с золота начнем. Потом у нас нефть, потом у нас NASDAQ. И потом у нас будут чуть позже в следующих обзорах газ природный, серебро будет фигурировать, ну и, возможно, какие-то еще инструменты, потому что в последние несколько, наверное, месяцев я фокусируюсь на одной комбинации в своей системе. Да, это дисбаланс, то есть откуда может прийти движение, откуда рынок может взорваться. Да, как эти ситуации выглядят, что их объединяет. Таким образом, я могу эту комбинацию, либо этот дисбаланс распространить на большое количество рынков, да, и просто мониторить. Если там ситуация развивается, то почему бы не участвовать, и вы тоже сможете чуть позже. Будильник. У нас утро по Москве. Я решил утром записать видео, пока свежи те, даже не эмоции, наверное, а удовольствие от того, что рынок двигается. Да, потому что я знаю, что если рынок двигается, это деньги. Да, если рынок стоит, долго в этот раз стояли рынки. Обычно в ноябре и декабре так не бывает. Но так произошло. Но зато сейчас, может быть, эти 2 недели вообще будут самые дикие в этом году. Кто его знает, пока мне очень нравится начало этой недели по активности в первую очередь. Итак, из золота, что здесь было любопытно? Вчера, давайте с самого начала, мы видим, что рынок во флете, да, в принципе, ничего такого. Вот моя сессия серым выделена, я обычно прихожу в 16 часов, чуть позже по Москве, это то время, когда надо быть у экрана, да, если вы хотите ловить движения большие. Мы видим, что Европа такая спокойная, ничего существенного, здесь тоже ничего существенного. И вот что происходит. Давайте уберем вот эти синие линии. Я вам хочу показать логику, как я нахожу точку, да, где может быть ускорение. То есть, что я вижу на графике, что можете вы увидеть. Вот здесь мы видим ключевые уровни поддержки. Вот видите, вот эти уровни. Для американской сессии важными уровнями являются те, которые были в Европу. Да, или которые были в Азии, очень важные уровни. И мы видим вот здесь 2 минимума ключевых. То есть это минимумы, которые образовались после вот этого снижения. Рынок нашел здесь поддержку. Это первое. Это очень важно еще раз для тех трейдеров, кто приходит в 16 часов в Америку, торгует для американцев. И мы видим вот этот зеленый уровень, это уровень Globex. Уровень Globex это минимум, который сформирован до начала американской сессии. То есть мы видим вот этот бокс. Да, скажем так, в эту зону, я ее называю зону решения, то есть кто в итоге главный, где может возникнуть дисбаланс. Что еще здесь надо отметить, это то, что здесь появился buy сигнал, видите, да, на покупку, но появился сразу после пробоя вот этого уровня. И в эту единицу времени мы видим наш тренд-фильтр меняет цвет. То есть обратите внимание, как
абсолютно вся вот эта конструкция, она начинает прогибаться, изгибаться в другую сторону, наклоняться, накореняться в другую сторону, то есть в сторону sell, в направлении сессии, которая была в Европу. То есть мы открылись, да, и рынок взлетел, но потом с открытием Европы цена все время падала. Здесь быки попытались перехватить, и потом бум, здесь медведи снова вернулись. Как я это понимаю? Я смотрю на тренд-фильтр, я смотрю на свои ключевые уровни, то есть базовые вещи. И я смотрю на вот этот сигнал силы. Здесь мы не используем никогда этот сигнал как buy. И вообще, в большинстве случаев, процентов, наверное, 80, мы не используем TC buy как сигнал на покупку и TC sell как сигнал на продажу. Это не его основное место, скажем, или основная функция, которая помогает делать деньги. Его основная функция – это поиск дисбаланса в сочетании с уровнем и с тренд-фильтром. Есть еще другие аргументы, но это отдельная история. Вот здесь мы видим, что-то может назреть. И рынок стал пробивать, потому что когда рынок не видит TC-сигнал, вероятность падения очень большая. Давайте вот это уберу. Это настолько элементарно. Конечно, это все происходит за минуту. Да? Наши трейдеры, которые опытные, они за минуту это могут все оценить. Я просто разжевываю, да, чтобы было понятно. А так это занимает, еще раз посмотрел, раз, два, три, все, есть сделка или нет. И вот здесь мы видим, рынок пробил и закрылся телом ниже, да, минимума вот этого места. И посмотрите, как закрылась эта свеча, да, на своем минимуме. Но причина, что я здесь не продал, было, что рынок еще слабоват. Мы видим средний ход 20 пунктов. Я это называю скорость изменения цены. Если мы возьмем отрезок отсюда до сюда по времени, это 30 минут примерно. Если мы возьмем по волатильности, это примерно 20 пунктов. То есть получается, мы в среднем в течение 30 минут ходим 20 пунктов. Это для золота очень мало. И я стараюсь в такие рынки не лезть, потому что они коварные. То есть рынок может здесь потоптаться, пробить, потом бум обратно, несмотря на все вот эти условия. То есть я жду, когда начнется что-то интересное. Что значит что-то интересное? Это расширение волатильности или изменение скорости движения цены. И вот то, что произошло потом, вот этот момент, посмотрите, за 5 минут цена прошла 40 пунктов. Есть ли разница полчаса и 20 пунктов, 5 минут и 40 пунктов? Да, то есть в единицу времени, точнее за отрезок времени намного короче, мы прошли намного больше. Что-то там происходит, то есть кто-то там шуршит. И здесь мы видим, как раз мы пробили снова наш TC buy сигнал, дважды нарушив. Посмотрите, здесь мы нарушили buy, и здесь мы нарушили buy. Это говорит о том, что медведи набирают силу. Это не значит, что это 100%, но вероятность высокая. И как только это произошло, здесь я захожу в шорт, открываю продажу, и мы видим, что рынок, немного отскочив, пополз, без остановки. Здесь я беру тейк, 70 с копейками, но здесь одна позиция, да, здесь не было никакой агрессии. Потом рынок замерз, долгое время ничего, мы видим здесь разворотные сигналы, дно, рынок скорректировался, ничего, и потом у меня появляется локальный сел, вот здесь как раз я стал записывать для вас видео, и это тоже похожая ситуация. Посмотрите сюда, видите, здесь обновляем минимум TC, здесь пробиваем уровень и TC buy, и здесь я захожу в sell. Здесь еще можно добавить на коррекции, но такой цели не было у меня, чтобы наращивать, потому что уже поздновато, да? Начало тренда, вот, лучшее время, лучшее место, где надо входить. И то, что я делаю с трейдерами, чему обучаю, это найти вот эту точку раннюю, где оно может начаться. Все. Не надо фокусироваться на всех сигналах, не надо фокусироваться на всех разворотах, контртренд, коррекциях и так далее. Надо фокусироваться на том, где может начаться движение. Вот и все. И тогда вам будет проще намного, вы будете более сфокусированы и можете мониторить больше рынков. У меня за это отвечает торговый робот, и сейчас мы посмотрим на индекс NASDAQ, где робот мне предлагал несколько раз войти в sell, но я не входил в sell, и абсолютно правильно, несмотря на то, что потом NASDAQ обвалился. Но мы сейчас до этого дойдем. То есть вот такие простые элементарные трейды, основаны на объективной и визуальной логике. То есть я вижу эту информацию на графике, я вижу каждый раз, когда начинается сильный тренд. Каждый раз.
каждый раз, когда начинается сильный тренд. Угу. Могу ли я таким образом стать увереннее, когда я вижу каждый раз, когда начинается сильный тренд и знаю, когда он начинается? Да или нет? Ну, конечно. Для этого нужно много-много репетиций. Для этого я разработал 2 робота, Trend IQ и Trend Master, которые фокусируются ровно на том, что я торгую руками уже много лет. То есть их задача вот как раз ловить такие моментумы. Ну и мы переходим к NASDAQ, где робот, не на этот график, на график робота, где робот предлагал мне много-много раз: Аркадий, заходи в sell. Он мне предлагает здесь продать. То есть он поставил sell stop вот сюда, вот на эту точку, отложенный стоп-ордер. То есть если цена будет падать, я буду в сделке, да, соответственно. Я смотрю, вижу, что это на поддержку приходится, да, эта ситуация, но в то же время я понимаю, что тренд вниз, и надо вставать вниз, все красиво. Вот цена на поддержку. Я убираю ордер. Здесь даже не один, здесь 2 ордера, 2 sell-stop робот ставит. Я убираю, и через некоторое время он снова ставит. Он видит вот этот сигнал, то есть почему робот ставит sell-stop? Он видит вот этот сигнал TC Buy, видите, то есть он после него сразу ставит при определенных условиях, естественно, не просто так. То есть при определенных условиях он ставит стоповый ордер. Да, вот ровно то, что мы обсуждали и разбирали по золоту. Но при этом автоматически, мне не надо мониторить. И я здесь закрываю, и потом робот снова говорит: Аркадий, ну, хорош дурака валять, sell же. Я снова удаляю ордер. Ну, в общем, здесь я не поучаствовал. Мы видим, как здорово потом NASDAQ обвалился. К сожалению, по этому поводу нет, потому что я действую именно таким образом. То есть я делегирую роботу открытие позиции, но затем принимаю решение, оставить ее или нет. Иногда вот бывает так, что я упускаю какой-то тренд. С другой стороны, бывает так, что я выхожу и цена идет. То есть это усреднится со временем. У нас есть трейдеры, вот кто вчера торговал, которые заработали и по золоту, и по NASDAQ, и по WTI нефти. По всем 3. Но я не сожалею ни в коем случае. Да, ну вот пример, когда не трогая робот, ты можешь существенный профит заработать. Более того, робот нацелен на то, чтобы не только забрать там тейк, вот видите, тейк профиты стоят, например, вот здесь этот тейк сработал, а на то, чтобы дальше двигать стоп, если рынок будет падать, еще двигать по точкам волатильности. Ну, я не поучаствовал, ну, соответственно, по NASDAQ я заработал ровно 0. Здесь тоже были сигналы, но вот как-то я ориентировался только на gold и нефть. Вот 2 моих фаворита было вчера. Я не смотрел так сильно на NASDAQ. Я должен сказать, не верил в него, что может быть моментум, но верил сильно в золото, на чем заработал, и верил сильно в нефть, на чем тоже заработал. Сейчас перейдем. Но, конечно, по NASDAQ было очень много сигналов хороших. Sell вот здесь, потом TC sell, здесь дисбаланс sell, ну и потом здесь моментум sell. Ну ладно, об этом может говорить каждый умник, поэтому мы об этом говорить не будем. Но я хочу отметить, что у меня такие ситуации бывают, это нормально, что какие-то сделки я пропускаю, или у меня есть определенная идея, определенное мнение по поводу этого рынка, и оно, скажем так, закрывает мне видение, не то что видение, а, скажем, какие-то возможности, но с другой стороны, другое видение открывает, да, вот по золоту, по WTI, то есть не надо из себя строить там прогнозиста великого или то, что ты знаешь, что будет, ну, не нравится тебе рынок, он непонятный, или ты не находишь эту точку наиболее вероятной, ну и не входи в сделку. Да. Или если торгуешь с помощью робота, полностью делегируй, пусть робот торгует и не лезь. Да. Я предпочитаю управлять позицией, поэтому я принимаю на себя все вот эти моменты, да, связанные, что могу упустить какой-то тренд. Ну, на самом деле, такого прям лютого тренда уж по NASDAQ не было. Хороший, но не дикий, как по золоту и как по WTI. Ну, посмотрите на этот трейд. Я отыгрался, на самом деле, чисто психологически на этой сделке, потому что мой план был такой: если нефть обвалится, а предпосылки были, сейчас мы их разберем, и опять они одни и те же, которые были по золоту, один в один практически, то я постараюсь как можно дольше просидеть, компенсировать вот этот вот момент по NASDAQ. Ну, примерно так это было. Вот, хотя я понимаю, что по WTI сумасшедшая вероятность на тот момент, что упадет нефть. Ну и разбираем. Вот начинается торговая сессия, серым выделено, ничего такого, до сессии спокойненько мы восстанавливались, открылся рынок, и вот здесь мы видим паттерн, слабая вершина, да, и казалось бы, здесь можно продать, но агрессивно. Почему мой тренд-фильтр зеленый, мы только что пробили уровень, да и фиг знает, может цена пойдет дальше. То есть здесь никаких подтверждающих слабую вершину паттернов нет, да, или условий.
То есть нет, просто вот, ну, слабая вершина у меня где-то вот наверху. Несмотря на то, что это сильнейший сигнал разворота, мне нужны доп. Условия, чтобы продать. Нет, ну хорошо, ждем дальше. Ждем, когда себя покажут продавцы, потому что это сильный селл-сигнал. Ну давайте, продавцы, раз вы здесь, вы проявите себя. То есть именно базовая вот эта трейдеры логика, мы не торопимся, все, селл, скорее, лишь бы торговать, лишь бы открывать сделку. Нет, мы смотрим на то, как себя будет цена вести и что будет происходить. И особенно важно то, что происходит у середины паттерна. И вот здесь интересно, что мы подошли к середке, отскочили, потом следующая свеча, по сути, бум, медвежья свеча, пробила минимум, пробила уровни, и это первая индикация того, возможно, что-то начинается. Но пока доп. Условий нет, мой тренд-фильтр зеленый, да, пока каких-то явных аргументов нет. И мы знаем, что после того, как пробивается середка паттерна, коррекция 60 – это идеальный sell. То есть вот здесь мы пробили середку, и вот пошла коррекция 60%. То есть если мы возьмем вот это движение, коррекция 60, sell, сразу можно продать. И что происходит в процессе вот этого движения? Видимо, тренд-фильтр меняется. Угу. Это уже серьезно. Это серьезно в контексте. Еще раз, это серьезно в контексте. Не просто тренд-фильтр желтый. А что было? Логика, цепочка событий, которая постепенно начинает раскачиваться в ту сторону, куда я, например, предполагаю, то есть вниз. Здесь мы не можем этого предположить, ну просто никак. Когда я смотрю налево, бычий рынок утром в Европу. Бычий рынок, растет нефть. Кто может сказать, что будет падать? Никто, только умники, которые потом посмотрят на график, очевидно же было. И в реальном времени тебе так не кажется. Но я понимаю, что рынок вырос, я говорю, хорошо, давайте подождем, раз мы растем, если будем расти дальше, может быть, там что-то появится. Но мы видим слабую вершину, рынок пробил середину, тренд-фильтр изменился. Сразу практически все это начало выстраиваться в цепочку. Угу. И рынок скорректировался на 60%, но я смотрю, скорость изменения цены очень узкая по WTI. Для меня это фактор достаточно такой важный, потому что что значит рынок сонный? Видите, вот я возьму курсор, так зажму и посмотрите скорость изменения цены. Сколько здесь минут? Где-то 20, да, наверное. За 20 минут 30-40 пунктов прошла нефть. Маловато, честно говоря. То есть волатильность скомпрессовалась, сжалась, и когда ты хочешь торговать, например, на пробой или забрать быстрый профит, или большой профит, нужно, чтобы поживее было все. И еще раз говорю, это такой момент, который ты с опытом начинаешь распознавать, потому что вначале для тебе важно понять логику движения рынка хотя бы просто, основу основ, а потом уже работать с психологией, потом уже работать с тем, как распознавать, когда сейчас рынок взорвется. Это следующий этап. Ты не можешь сразу, я все научился распознавать. Основы сначала, твердая основа, правильная основа, чему мы обучаем трейдеров, а потом уже, скажем так, на эту основу мы нанизываем наши наблюдения, потому что эта основа и будет помогать нам в определении таких движений. Опять же таки, здесь же я беру структуру. Да, я беру паттерн слабой вершины, который я знаю, что сильный. Да, у меня есть автоматический тренд-фильтр. И что еще здесь важно, на что надо обратить внимание, на вот этот TC-BUY сигнал. Потому что если цена его видит, мы увидим не только движение, но и дальнейшее развитие событий. Мы видим, появился TC-BUY, рынок отскочил, в принципе, 30 пунктов, плюс-минус, нормально. Но меня не это волновало. Меня волновало то, как дальше пойдут дела, потому что мой тренд-фильтр после долгого зеленого цвета пожелтел. Еще раз, это происходит в течение 2-3 минут. Все. Все вот эти сделки, они, если взять именно активность мою, 2-3 минуты. Все. Потом я просто сижу и смотрю, мониторю и так далее. Я разжевываю для вас, трейдеры, чтобы вы понимали, как моя логика выстроена, и как вы можете стать частью этого процесса, участвовать в больших движениях через вот эту опцию. Только будет в этом году, и такого не было. Такого не было. Да, круто. Но получат только e-mail подписчики. Безумное предложение. Потом тоже будет неплохое, но такого не будет для YouTube. Для YouTube будет, но отдельно, подороже. Будем называть вещи своими именами. Так, ладно, в общем, здесь не состоялась продажа, хотя мы видим Аркадий, идеально же, почему вы здесь не вошли? Потому что рынок слабый. Угу.
Я жду, когда расширится или, как я уже говорил по золоту, изменится скорость. Это трудно. Трудно быть вот здесь терпеливым, когда ты уже видишь, рынок пошел. Чего же я здесь не продал? Надо было. То есть тебя уже начинают какие-то тараканы. Вот твой демон, он просыпается, начинает тебе нашептывать что-то. И рынок падает. Я говорю, ну хорошо, мой план был такой. Я уже вижу, что произошло расширение, то есть здесь мы видим уже 50 пунктов за 10 минут. Это больше, чем 30-35 пунктов за 20 минут. И пробили опять вот этот минимум, и посмотрите на какой свече. Когда это произошло, бум, щелчок, что все, готовься и открывай на сел. Еще раз, это не гарантия, что будет падать, я не знаю. Но я знаю, что вероятность на моей стороне, и если пойдет, это будет мощный профит. И что произошло еще здесь? Кстати, тренд-фильтр в кои-то веке покраснел. Логика похожа на золото, да, и она одинаковая для всех рынков. Представляете, что с серебром было, сейчас мы вернемся к WTI, но просто я хочу обратить ваше внимание, как элементарно фокус на одной комбинации может приносить вам существенные профиты, когда рынки двигаются. Если они двигаются, ну зашел, вышел по нулям, вот у меня были там из 10 дней, у меня 8 дней были нулевые, я ничего не делал, ну потому что не было движений. А по крайней мере по тем рынкам, на которых я торговал. Ну как они произошли, бум, сразу всплески, колоссальные профиты. И удивительно, что это по всем произошло, да, позициям все абсолютно двигались, и нефть, и золото, и NASDAQ, ну, наверное, другие индексы тоже, не знаю, там DAX, Russell, может быть, если вы российские рынки торгуете, не имеет значения, то же самое, везде одинаковые условия. И вот, посмотрите, что произошло с серебром. Да, и опять, вот он TC Buy, ну, похож на золото, да, вот он пробой здесь минимума, и вот мы пошли ускоряться, и вот они коррекции, здесь еще можно наращивать 25 раз, но такой цели у меня не было, чтобы наращивать позицию. Цель была зайти и попробовать прокатиться по тренду. И возвращаемся к WTI. Скорость выросла, здесь захожу на sell, я заходил одной позицией, и цель была такая, если попрет, я постараюсь сидеть долго, насколько это возможно. Как мы можем объективно сидеть в тренде? У нас есть FIBDAX это точки волатильности, есть у них определенное поведение, которое указывает на то, что сильный тренд может продолжиться, и он будет настойчивым, потому что есть такой термин настойчивость тренда, когда он просто не дают поднять голову, например, покупателям, да, если тренд медвежий, и наоборот. И тогда ты можешь сидеть дольше и поверить в то, что надо сидеть дольше. Потому что бывает, трейдер зашел, он здесь маленький профит взял и убежал. А потом смотри, как цена упала, и уже где-то вот здесь внизу, когда уже все, ну понятно, что sell, он пытается продать. Ну, естественно, ничего не зарабатывает, либо играет против этого тренда медвежьего. Я так уже не делаю и достаточно давно. Я торгую против тренда, но редко. Соответственно, здесь sell, и не было цели наращивать, я нигде не добавлял, хотя потом я наблюдал, вот в реальном времени смотрю, думаю, надо здесь селить, но уже был хороший профит, и мы видим от сюда, эта отметка у нас 82 с копейками, 82 700 трейдер sell WTI до, причем можно было даже чуть дольше посидеть до обновления, пробития вот этих точек, но уже было время поздновато, и надо выходить. Ну и, соответственно, здесь я выхожу, давайте посмотрим, что у нас получилось, 82.70 до 77.70, то есть 400 пунктов профита, это очень, прям, ну, очень много, но еще раз, благодаря тому, что я знаю, и наши трейдеры, в частности, знают, как выглядят настойчивые тренды, потому что не все тренды ведь такие, их мало, ну сколько в месяце, ну 5, да, 4, может быть 3 тренда больших в течение месяца по одному инструменту, да? Соответственно, если у вас там 5 инструментов, ну потенциально 15, ну даже если 10 трендов вы поймаете, поверьте, вам хватит так, что да даже 8 трендов, то есть половину из всех трендов, если вы поймаете. Потому что вот такие движения определяют итог месяца, года. Потому что трейдер может годами сидеть, обучаться, изучать рынок, но при этом ничего не зарабатывать, потому что у него неправильный синтекс, очередность, в которой появляются события на графике. Ну и фокус размазан, то есть он и то смотрит, и то изучил, и то, а здесь все собрано так, что вы фокусируете свое внимание преимущественно на точках дисбаланса, где может начаться движение, и каждый раз получаете подпитку в виде чата, в виде онлайн-торговли и кое-чего еще.
Это секрет, который узнают только email-подписчики, поэтому вы можете смело подписываться, если вам это интересно. Только если вам это интересно. И встретимся уже совсем скоро. Пока.